Я рада приветствовать всех на моем канале. Меня зовут Татьяна. Сегодня мы изготовим перстни-кольца из листовой меди радиатора от старой газовой колонки. Чтобы медь стала податливой, я обожгла радиатор на углях, затем поместила в холодную воду. Разрезать радиатор можно болгаркой и ножницами по металлу. Возьмем квадратик листовой меди размером 6 см. Чтобы сделать принт на меди, на наковальню кладем железную сетку с круглыми отверстиями. На сетку с помощью малярного скотча закрепляем наш квадратик меди и наносим удары гладкой стороной молотка до тех пор, пока не обозначится рисунок сетки. У нас получился рисунок с обеих сторон. Теперь делаем чернение серной мазью. Как делать чернение, смотрите подсказку. Потом лист тщательно шлифуем и полируем. Маркером разделим квадратик на 6 полосок и разрежем их ножницами по металлу. У нас получилось 6 заготовок основ для перстней и колец. Их надо тщательно зачистить напильником или абразивной поверхностью насадки на дрель. Форму колечком можно делать разную, по вашему вкусу. Для создания перстней я использую половинки расколотых стеклянных бусин. Одну половинку я уже использовала ранее при создании кулона. В конце ролика вы его увидите. Из медной проволоки сечением 1,5 мм скручиваем ободок по диаметру бусины. Острой стороной молотка делаем на ободке текстуру мятого металла. Примеряем на основу и приклеиваем клеем кристалл, соблюдая инструкцию по применению. Затем покрываем бусину и зазоры между ней УФ лаком и сушим под УФ лампой. Таким же образом изготавливаем перстни и с другими половинками бусин. В Писании есть история об отце, который вместо наказания простил своего блудного сына и подарил ему перстень, выразив тем самым безусловную любовь к сыну. У некоторого человека было 2 сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, и тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся,
и начали веселиться. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!